Они были воплощением счастья, предметом восхищения всех, кто их знал. Их любовь расцвела, как самые яркие цветы, вызывая всеобщую зависть. Итан обещал ей весь мир, шептал сладкие слова в лунном свете и крепко держал ее в своих объятиях. Жизнь Джессики была похожа на счастливую сказку до того рокового дня, когда ее мир перевернулся с ног на голову. Джессика обнаружила немыслимое. Итан бросил ее ради другой. Боль предательства грызла ее сердце, как хищный зверь, пожирая ее изнутри. Их любовь проросла, как зловещая лоза, проникая в самые трещинки сердца Джессики, скручиваясь и сжимаясь. Боль была неописуемой. Удушающая тьма поглотила ее сердце и душу. Джессика сидела на диване, глядя перед собой. В ней смешались чувства ненависти, обиды и одиночества. Человек, которого она любила, предал ее. Неужели та? Другая, лучше нее, думала Джесс. Внезапная мысль, как иглой, пронзила ее мозг. Месть. Глубина отчаяния заставила ее погрузиться в запретное знание, в поисках утешения в царстве черной магии. Боль Джессики превратилась в огонь, кипящий гнев, который подпитывал ее решимость отомстить. Она рылась в темных уголках забытых книжных магазинов и библиотек в поисках знаний. Джессика раскапывала древние фолианты и собирала воедино заклинания, говорящие о мстительных силах, находящихся за пределами человеческого понимания. Она обнаружила ритуалы, обещающие невероятную месть. Джессика научилась произносить заклинания, которые несут страдания. С каждым новым заклинанием она чувствовала, как ее связь с миром живых ослабевает, уступая место тревожной связи с темными силами, которые она призывала. Джессика стояла перед кругом символов, нарисованных кровью. Ее дрожащие руки держали черную свечу, пламя которой мерцало в ночном воздухе. Голосом, дрожащим от страха и решимости, она произнесла заклинание, которое выучила наизусть. Ее голос представлял собой леденящую кровь мелодию, резонирующую с духами тьмы, обещающих исполнить ее самые темные желания. С каждым новым словом ее ярость усиливалась, подпитывая магию, назревавшую внутри нее. Джессика совершила ритуал, который должен был связать ее бывшего парня Итана и его новую пассию нерушимым проклятием. Земля задрожала под ее ногами, круг призыва засиял потусторонним светом, и с последним заклинанием перед ней открылся портал в царство страданий и мучений, отражение тьмы, поглотившее ее собственное сердце. Портал затянул Итана и его новую любовь. Их крики эхом раздавались в ночи, когда их тащили в бездонное измерение, царство, сотканное из кошмаров забытых душ. Злобная магия Джессики сработала, но ценой, которую она не могла предвидеть. Джессика оказалась втянутой в это искривленное пространство, место, наполненное агонией и отчаянием. Они оказались в мире, лишенном света, населенном монстрами и демоническими существами, которые наслаждались причинением боли, воздухом, пропахшим серой и отчаянием. Они оказались в ловушке меняющегося ландшафта, тьмы и боли. Время текло странно, дни сливались с ночами, и каждое мгновение было вечностью. В этом нечестивом мире не было спасения от ожидавших их мучений. Монстры с кожистыми крыльями скрежетали зубами и бродили по пустынному ландшафту. Демоны со светящимися злобой глазами нашептывали им на уши обещания вечных страданий. Воздух был пропитан зловонием разложения, а земля, казалось, пульсировала от биения сердца, давно обращенного во тьму. В этом проклятом измерении они подверглись невыразимым пыткам, противоречащим законам реальности. Страшные монстры сдирали их плоть с костей, и когда она восстанавливалась, срывали ее снова. Казалось, что это происходит бесконечно. Пламя лизало их тела, обжигая кожу. Они горели, источая зловонную смесь горелого мяса,
испаряющейся крови и гноя. И когда показалось, что мучения прекратились, кислота обрушилась на них, снимая слои плоти с мучительной медлительностью. Месть Джессики переросла в нечто гораздо более зловещее, чем она могла себе представить. Проклятие, которое должно было связать Итана и его любовницу, превратилось в цепь, привязавшую их всех к бесконечному циклу мучений. Крики боли и отчаяния эхом разносились по бесплодной пустоши, симфония страдания, которая звучала снова и снова. Боль стала их существованием, их личности растворились в тумане страдания. Месть Джессики превратилась в кошмарную тюрьму, из которой нет выхода. Даже самые темные уголки ее сердца не могли вызвать столь глубокую боль. И вот, по прошествии нескольких эпох, из тени вышла злобная сущность. Демон по имени Джессика, порожденный той самой ненавистью, которая питала месть самой Джесс. С глазами черными, как пустота, и голосом, эхом перекликающимся с хором заблудших душ, демон Джессика сказал: «Все», голосом, похожим на то, как ножи царапают кости. Отчаяние переросло в безумие, и они начали пожирать друг друга, демонстрируя ужасную дикость. Их зубы впивались в плоть, вырывая огромные куски. Кровь сильными струями омывала их израненные тела. Муки были непрерывными и агония бесконечной. И вот, посреди бесконечных страданий, Джессика сделала выбор, который решил их судьбу. Из последних остатков своей силы воли она призвала все, что осталось от ее человечности, и применила последнее заклинание, которое разорвет ее связи с темными силами, которые привели их в это кошмарное царство. Но она ошиблась, появился другой демон, он назвался Малгазар. Страшный звук окружил все вокруг, и их души были оторваны от тел, и муки запечатлелись в них, когда их тащили в глубины бездны. Месть Джессики была полной, но ценой стала ее собственная жизнь. Она стала воплощением той самой тьмы, которую стремилась контролировать.